Сегодняшнее занятие будет посвящено теме падения в ады. Да, падение в ады. Значит, вначале, как обычно, несколько слов по значимости этой темы. Хотя, с одной стороны, понятно, но с другой стороны, давайте как бы это все-таки повторим и докрутим. Каково значение этой темы? Фактически, это чрезвычайная угроза. За ней следует только одна более суровая мера наказания – это уничтожение души. Падение воды – это перед тем, как человека уничтожить. Понятно, что падение воды может быть множество раз, но не бесконечное множество раз, определенное число раз. Да? И дальше, если пациент не лечится, ну, с ним нужно прощаться. Поэтому это первое. Попасть в ад – это неприятно. Это надолго, это больно. Это нужно туда попасть одно, а потом из него нужно еще выйти, подняться по ступенькам вверх. Дальше варианты, как эта тема отрабатывает в виде как бы последствий, да, для вашей судьбы, ну и этой судьбы, там, последующих воплощений. По крайней мере, два основных варианта, да, которых четко нужно понимать. Вариант первый. Если вы не отработали какие-то вопросы, вы попадаете в какую-то ситуацию. Да как понять человека? Нужно дать ему деньги, власть. Если в обычной ситуации его там, гордыня, неуважение к людям, жадность не проявляется, да, то когда он получает возможность для соблазна, ну, соблазны могут его и увести. Да? Поэтому один сценарий. Вы идете по жизни, попадается ситуация, которую вы в свое время, там, в одном воплощении или в нескольких воплощениях, вы ее не прошли. Ну, вот возникает ситуация, в чем угроза, да, вот по адам. Один из вариантов – были падения в прошлом, эти вопросы не отработаны, но есть память, да, как вы реагируете в тех или иных ситуациях, какие у вас возникают желания, какие у вас возникают страхи, там, слабости, что-либо еще, какие силы начинают на вас влиять, потому что вы не определились в тех или иных решениях. Да? Возникает ситуация, вы вспоминаете предыдущий опыт, наработанный, вы же не поступаете так просто так. Да? Вы в любой ситуации поступаете, потому что у вас сформированы убеждения, или пороки, или слабость, или сила, да, достоинство. Вот есть ситуация, включается ваш внутренний мир и реагирует на происходящее. Реагирует правильно, достойно или припоганым образом. Да, другое дело, что есть возможность все проблемы исправить, если ты за это сражаешься. Кто нужен, да, вот высшим силам? Это должен быть пример для подражания. Картинка, да, нужны воины света, да, это человек первое. Четко понимает, что такое добро и зло. Да, вот человек, который сомневается, украсть кассу или не украсть. Он что, сделал какой-то нравственный выбор? И это нужно понять, и это нужно убирать. Да? Поэтому вот у человека, у которого есть четкое различение добра и зла, он однозначно сделал выбор, это путь света. Он выбор сделал. Второе, он этому выбору следует. У него достаточно силы воли, чтобы преодолевать любые испытания. Но он не продает свою совесть, не продает свою веру, и он не теряет свою честь. Поэтому, второе, есть сила воли, чтобы быть человеком чести, да, и не ломаться в любых ситуациях. Поэтому должна быть сила и должен быть ум, да, чтобы можно было по максимуму эти ситуации предотвращать. И если что попал в эту ситуацию, то нести минимальные потери. На выходе, да, вот зачем люди рождаются на земле, души воплощаются, да, в теле людей на земле, чтобы стать сильным, чтобы стать светлым, чтобы стать преданным. Второй вариант печальных последствий. Карма смотрит, ну там хороший человек, там Пупкин Иван Иванович, ну хороший человек. Дай ему власть, слетит с катушек, окажется в аду. Что нужно? Ну извини, Иван Иванович, так ты нравишься, ну неважно, с твоей харизмой, творчеством или еще чем-либо. Ну посиди, пожалуйста, на минимальной зарплате, потому что большая зарплата тебя убьет. Карма, понимая слабости человека, говорит, не, этому нельзя власть давать, этому нельзя славу давать, этому нельзя деньги давать, этому нельзя чувства давать. Потому что у него не закрыты вопросы
и получая то, к чему ты не выстроил правильные отношения, чем ты не можешь правильно распорядиться, ты просто закопаешь себя. Да? Поэтому эти угрозы нужно понимать, их нужно ликвидировать. Собственно, существует 3 основных типа проблем, да, как определяются вот эти вот угрозы попадания в воды, да, и что мы, собственно, будем на занятиях рассматривать. Да, рассматривать. Первый тип – это падение в прошлом, да, вы уже ныряли в воды, да, это с этого начинаем, смотрим, сколько падений было. И что такое падение? Возникает ситуация, а у вас остаются внутренние проблемы. Вы вошли в эту ситуацию, отработали ваши проблемы, поведение, решения были неправильными, и вы попали в ад. Да? Но закон есть закон. Да, каждый должен быть, да, перед ним должен отвечать в соответствии с тем, что сделал. Второй тип – это угроза по тем ситуациям, которые вы еще не проходили, но вот вы идете к какой-то цели. Да, а там новая ситуация, новые обстоятельства, да, новые законы, новые ценности. И карма смотрит, да, вы еще не проходили, у вас нет падений в тему по предыдущим воплощениям, но по своим показателям вы это испытание не пройдете. Второй, надвигается ситуация, в силу, запущен процесс, да, и вот он приближается, да, вот определенные события на этом пути. А вы, где-то по наивности, иллюзий же тоже много, да, вы как-то, не понимаете, что к этому нужно быть готовым, да, и как себя правильно вести. Да? Поэтому есть ли угрозы по тем или иным событиям, которые могут вас отправить в нокаут. Их нужно изучать, да, это вот самые большие угрозы, и убирать. Да? И третий тип – это по совокупности грехов. По совокупности грехов. Там немножко предательства, немножко обмана, там поодиночке они не тянут на ад, да. Но немножко еще подсобирали, держать немножко пособирали, не хватило, оп, зачет. Да, можно отправлять, да, или может в этой жизни какой-то проступок совершили. По совокупности. Да. Лучше, конечно, чтобы по совокупности это было благо от вас, от вашей жизни.